Привет, дорогой зритель! Я обещал показать, как монтируем мы в программе Sony Vegas, и многие наши зрители, подписчики просят, чтобы мы тоже показали это, какие фишки мы используем, какие функции мы используем, как быстро проходит этот процесс. И наверняка кто-то почерпнет для себя полезную информацию. Конечно же, со временем материал устаревает, обновляются программы, но сам принцип вам, думаю, поможет. Итак, начнем. Мы работаем в программе Sony Vegas версия Pro 16, но она, конечно же, платная. На официальном сайте уже даже есть 18 версия Vegas Pro. И для новичка, конечно же, очень тяжело приобрести сразу полную версию, которая стоит прилично. Например, Vegas Pro 18 стоит 39 тысяч рублей. Но если вы собираетесь работать профессионально, то тогда, конечно же, я рекомендую вам это сделать. Ссылку на официальную версию программы я оставляю в описании под видео, а вы уже сможете ознакомиться. Но вы можете скачать бесплатную версию, пробную, можете скачать и вместе со мной учиться, тестировать, приобретать новые навыки. Я не скажу, что я профессионал, но за 4 года работы в YouTube могу сказать, что есть определенный навык, и, знаете, уже многие функции просто отработались, и даже не замечаю, как я это делаю, как я нажимаю блок клавиш, и я вас тоже этому постараюсь научить. Сейчас перед нами открыта уже программа Sony Vegas, и, по сути, она пуста внутри. Здесь у нас находится окно для просмотра, внизу рабочий стол, где мы будем работать с видео и аудио, а также с фото. Ну а здесь стоит обратить внимание на наши файлы, переходы, видеоэффекты и генератор мультимедиа. Ко всем этим функциям я обращаюсь, и если что-то вдруг у вас не на том месте находится, не пугайтесь, подстройте это под себя. Здесь это все можно перетянуть, подстроить вот таким вот образом. Также часто пользуюсь функциями снизу. Здесь есть запись звука. Также можете включить все вот эти функции, которые здесь изначально, по идее, они у вас должны быть включены. Это, а именно с изображением магнита, это прилипают два файла вместе. Автоматические кроссфейды позволяют переплетать между собой файлы, делая плавный переход. А вот эта функция очень полезна, когда вы отрезали кусочек, удаляете его, остальной файл, который дальше, подвигается как вагончик. Это очень удобно. Дальше я вам продемонстрирую. Если она включена, то эта функция будет работать. Честно говоря, со всеми функциями до сих пор не разобрался, но, собственно, мне и нет необходимости. То есть я выучил только то, что мне нужно. Как я это понял? Ну, по ходу вы чувствуете, что чего-то не хватает, начинаете разбираться, и оно здесь есть, и вы этим пользуетесь. Чтобы начать работать с видео-аудиоматериалом, конечно же, вам его необходимо сюда перетянуть, перебросить. Я это делаю следующим образом. Например, выбираем этот файл, перебрасываем сюда его, прямо на дорожку. Если не появляется вот такое вот значение, значит, просто нужно подержать. Перетянули, и он здесь появился. Как только мы перетянули в нижнюю часть программы, это называется таймлайн, какой-то файл, у нас выскакивает сообщение «Установить параметры видеопроекта, соответствующие данному видеофайлу». И мы нажимаем «Да». Что это означает? Например, если этот видеофайл снимался в 1080-60 кадров, значит проект будет также создаваться 1080-60 кадров. Это важно, потому что если мы первый сюда сбросим файл, например, с черными полосками по бокам, то весь проект такой и будет. И нужно изначально в свойствах проекта изменить его на нужный нам. Обычно это 1080, и чтобы это сделать, необходимо нажать сюда «Файл» и выбрать «Свойства». И здесь по шаблону выставить нужный нам. Я настроил 1920 на 1080 и нажал ОК. И если я выберу какой-то другой, то у нас такой, соответственно, и будет проект. Подсказкой является еще вот здесь в окне 1920 на 1080, 50 кадров в секунду. Есть еще один способ, как открывать быстро файлы, если вы знаете точно, где они находятся, и сразу все вместе выделить и сбросить сюда. Нажимаете на «Файл», нажимаете «Открыть», находите расположение нужного вам проекта, например, я захожу в «Обзоры» и выбираю «Аэропульт». Здесь два файла, я просто их выделяю и нажимаю «Открыть». После того, как я нажал «Открыть», они появляются как здесь в разделе «Медиафайлы», так и здесь на таймлайн. Обратите внимание, что как только вы сбросили файлы, система создает своего рода информационный какой-то файл,
для себя, чтобы с легкостью с ним работать. И вот здесь вверху показано, что идет считывание этого файла. И пока идет считывание всего этого файла, то дорожка звуковая здесь не появится. Вот смотрите, 98 раз, и он появился. К этому файлу еще нет. Здесь написано, идет построение пиков. По этим пикам очень удобно потом работать со звуком. То есть вы видите, где вы молчали, и вы видите, где вы что-то говорили. Так я быстро буду ориентироваться и учу этому вас. После того, как вы сбросили все файлы, дайте название проекту, для того, чтобы программа могла автоматически сохранять все ваши изменения. Чтобы дать название проекту, необходимо выбрать тот же пункт «Файл», выбираем «Сохранить как». У нас появилось окно. Старайтесь давать названия всегда понятны, чтобы не путаться. Например, «Обучение в Sony Vegas». И нажимаем «Сохранить». После этого у нас есть проект, и мы всегда к нему можем вернуться. При этом вы можете создавать множество разных проектов и возвращаться к ним в разное время по необходимости. При этом программа не будет путаться, ну и, конечно, вы тоже не будете путаться. Сейчас мы откроем один из ранее сохраненных мной проектов, нажимаем «Файл», и здесь есть внизу подсказка, над какими проектами я уже работал. Мы сейчас будем работать в проекте смартфон Leogu T8s. После того, как я нажал «Открыть», у меня подгрузились все файлы, которые я уже создавал ранее. Программа работает шустро, быстро. И, конечно, для того, чтобы эта программа работала, то необходимы определенные ресурсы. У меня, конечно, ноутбук так называемый игровой, но в игры я на нем точно не играю. У меня просто и нет желания на нем играть в игры, и не люблю я. Разве что на телефоне. Он изначально покупался для работы с видеомонтажом. Сейчас я все отсюда с монтажного стола удаляю специально и будем перетягивать по принципу все с нуля. Отсюда я также удалю все дорожки. У нас чистые, вообще ничего нет. И далее я беру файл номер 7, 8 и 9. Обратите внимание, что я выделил 3 файла. Как я это сделал? Я зажал на клавиатуре Ctrl и мышкой выбираю нужный мне файл. После этого я кнопку Ctrl бросаю и перетягиваю на дорожку. Обратите внимание, что куда я их перетяну, там они и появятся. Вот так. 3 файла. Каждый файл слегка подсвечивается. Именно та область, с которой мы работаем. Буду пытаться по порядку все понятно объяснять, возможно, что-то запутаю, но помните, что есть тайм-коды, и вы сможете с легкостью сориентироваться в итоге. Сценарий я не писал, потому что тут реально все очень объемно, и по ходу буду все объяснять. Если что-то забуду, то в итоге покажу немного позже. Помните, я в начале видеоролика говорил вам о автосдвиге. Смотрите, как это работает. 3 файла вместе находятся, я тяну один файл, а второй и третий за ним как-то сами подтягиваются. А теперь покажу, что будет, если я отключу автосдвиг. Отключил, он не светится голубым цветом, и я тяну один файл. Видите, здесь появляется пустота. Для меня это нехорошо, и это даже в принципе неправильно. Посмотрите, что будет, если я тяну один файл, например, я его здесь обрезаю и удаляю. Здесь пустота, и мне надо каждый раз подтягивать. Потом еще этот подтягивать. Если нужно отменить какое-то действие, например, я не знаю, что я там удалил, я нажимаю кнопку Ctrl, которую изначально нажимал, и теперь на клавиатуре нажимаю уже блок клавиш Ctrl-Z. После этого мы отменили действие. Еще раз, и файл, который я удалил, появился здесь. И еще раз отменю, чтобы у нас все вернулось на круги своя. Включаю автосдвиг и теперь подвигаю. Устанавливаю файл на начало. Курсором мышки я в нужное место кликаю, и я вижу, что здесь происходит передо мной на монтажном столе. То есть, что я снимал, я вижу. Конечно же, здесь полностью сырой материал. Я здесь и стоя, и сбоку. Все это я снимал для того, чтобы с разных ракурсов показать обзор. Но в итоге получается то, что вы постоянно смотрите. Я уверен, что вам нравятся наши обзоры, потому что мы их делаем в первую очередь для людей, которые хотят разобраться в каком-то гаджете и приобрести его. Ну а наши зрители и подписчики уже в целях познавательных смотрят полностью обзор. Если на монтажном столе находится курсор и покрутить роликом мышки, то у нас можно увеличить
или уменьшить видеодорожку. Вот, обратите внимание, я ее раздвигаю. Это можно сделать вот этими кнопочками, но это все очень долго. А можно просто вот так вот двигать. Это нужно для того, чтобы вот, например, здесь я хочу поставить какую-то паузу. Давайте покажу, что можно еще и расширить. Смотрите, вот так. Видите, двигать можно здесь. Я хочу здесь найти, где я там что-то оговорился. И когда я начинаю крутить ролик мышки, то здесь уже отчетливо видно, где эта пауза. И тогда можно обрезать. Обычно я ищу место, где я сказал зрителям «привет». И вот здесь все, что я говорил, я вот нашел его. Привет, сегодня 3 апреля, в связи с карантином... И чтобы сейчас разделить ролик, нам необходимо на клавиатуре нажать английскую букву S. Нажимаем, и ролик разделился в этом месте. Теперь можно нажать кнопку Delete или же опуститься ниже и нажать на этот крестик. Но это все лишнее движение, поэтому я рекомендую лучше использовать сразу же кнопки на клавиатуре, или же, как я, использую специальную программируемую мышку, плюс дополнительно специальную клавиатуру, которая имеет всего там 20, по-моему, или 19 клавиш под левую руку и под правую программируемая мышка. Обзоры у нас есть на канале. Можете посмотреть в подсказках, а потом принять для себя решение, что подобрать вам. После того, как я определил начало видеоролика, я начинаю прослушивать весь свой отснятый материал, потому что, возможно, при съемке я допустил где-то какую-то ошибку, покашлял, где-то запнулся, создал какую-то паузу, оговорился и переснял этот материал. Поэтому я сижу и реально прослушиваю, сегодня 3 апреля. где я что говорил. Все паузы обрезаю. Вот, например, здесь посмотрите. 80, я подозреваю, по-прежнему остаются дома. Можно здесь убрать. Нажимаю S и здесь S. Удаляю, подвинулась и слушаем. 80, я подозреваю, по-прежнему остаются дома. Может быть, слишком отрезал, поэтому беру за край видеоролика и вот так вот его тяну. По-прежнему остаются дома. И вам будет интересно узнать. Если вам вдруг понадобится затемнить фон или же видео сделать темнее, чтобы оно стало тускнее, то есть простой способ. Обратите внимание, что у каждого файла есть раздел «Прозрачность». Он находится всегда в центре ролика. Ну, к примеру, если я и этот ролик разрежу, то появилось и здесь этот пункт, и здесь. Точно такой же есть у аудиофайла. Но в данном случае это громкость. Сейчас я буду уменьшать прозрачность. То есть, по сути, в программе изначально задний фон всегда черный. Но вы его можете настроить. Думаю, что это сейчас не будем мы обсуждать. Просто покажу на примере видео, которое здесь изображено. Смотрите сюда. Я беру здесь, тяну, и оно становится темнее. Для чего это нужно сделать? Допустим, если вы хотите добавить текст, и этот текст будет лучше восприниматься, когда информация по-прежнему будет показана на заднем фоне, то есть не фото, а просто видео, а здесь появляется текст. Давайте покажу, как добавить текст и как оно будет выглядеть. Нажимаем «Генератор мультимедиа», опускаюсь вниз, и здесь есть титры и текст. Я выбираю «Устаревшая», текст, и здесь «Мягкая тень». Беру этот текст и тяну на дорожку. Смотрите, если я хочу, чтобы текст был на видео, то значит я эту дорожку должен расположить над своим роликом. Если же я хочу, чтобы он спрятался, его не было видно, хотя с текстом это неразумно, то тогда его нужно бросать вниз под дорожку. Но в нашем случае нужно, чтобы он был сверху. Я даже не знаю, где это нужно, но мне нужно было вам это сказать, чтобы вы понимали. Если текст находится над видео, он будет на видео. Смотрите, бросаю, и автоматически создалась дорожка. Если вдруг такого не произошло, давайте покажу, представьте, что вдруг вы не смогли, тянете текст и опускаете его вниз. Опустили вниз, что теперь делать? Ничего страшного не произошло. Возьмите эту дорожку мышкой и тяните вверх. Все, она оказалась сверху. Подвигаем в начало. И я хочу, например, написать какой-то текст. Чтобы отредактировать текст, здесь в окне он не редактируется, необходимо нажать вот сюда. После этого мы получаем доступ к настройке текста.
выделяем все и пишем «the грачики». У нас есть текст. Здесь можно настроить шрифт, размер, и цвет, и фон, и многое другое. Ну вот теперь смотрите. Я прозрачность добавил, не так видно. Убавил, совсем по-другому. Теперь необходимо отрегулировать длину этого текста по воспроизведению. Мы просто берем за край и тянем. Ничего сложного. Ставлю возле этого. Смотрим, как это выглядит. Многие из вас, а точнее, Заметили, что здесь у нас резко пошел переход с темного на светлый. многие из вас, а точнее, Как это исправить? Отключаете автосдвиг. И так как у нас эти два файла одинаковые, мы просто берем один файл за край и тянем его на этот файл. И здесь у нас показано по времени в секундах, сколько будет длиться переход. Например, 1 секунду. Обратите внимание, что нужно отключить автосдвиг, потому что не будет тогда накладки. Он просто будет отталкивать этот файл и дублироваться. И регулируем здесь длину текста. Смотрите, здесь даже программа подсказывает, где заканчивается предыдущий ролик. Появляется внизу полоска. И чтобы текст плавно также пропал, здесь, обратите внимание, есть светящиеся уголки. И появляется своего рода такой закругленный значок. Сдвиг затухания. Что это означает? Именно на уголку оставляем курсор, нажимаем кнопку мышки и тянем этот листочек. И у нас появляется вот такая плавная горка. Это значит, что текст плавно пропадет. Вот я курсор ставлю, его на экране там уже почти не видно. Итак, смотрим, как плавно переходит из темного в светлое видео и как плавно пропадает текст, без всяких переходов. Просто сделали плавное затухание. Смотрим. многие из вас, а точнее большинство, Согласитесь, это гораздо лучше. Еще раз. а точнее большинство, Если вы хотите отключить всю дорожку и не хотите прикручивать звук по отдельности, но звук по отдельности прикручивается именно вот здесь, например, вот так, и амплитуда этого звука уменьшается. Можно отрегулировать здесь громкость, а можно добавить или полностью отключить здесь. Вот эта кнопка «Приглушить». И если она стала темно-красной, это значит, что звук приглушен. Здесь есть подсказка «Приглушенный». Если вы хотите усилить звук, ну, допустим, вы записали звук, а он очень слабый. Я вот нашел пример, где можно усилить, хотя я там не разговариваю, но принцип будет понятен. Отделяю этот кусочек от других видеофайлов, нажав кнопку S. И если я хочу усилить именно этот кусочек, то не обязательно здесь нажимать ползунок громкости усиления общей дорожки. Если вы хотите усилить общий звук в дорожке, тогда его можно использовать. Если же только этот отрывок или же на каком-то отдельном файле, то вы можете здесь его усилить с помощью следующей функции. Мне она очень нравится, и программа в этом помогает. Усиление слабого звука происходит следующим образом. Нажимаем правую клавишу мышки на аудиофайле. Вот так. Опускаемся вниз в раздел «Свойства». Здесь есть «Нормализовать», и мы ставим галочку. После этого у нас появляется автоматически, программа определила усиление на 8,5 дБ. Усиливает звук, сама определив как. Смотрите сюда. Маленькие амплитуды, а теперь увеличились автоматически. При этом звук не искаженный. Слушайте. Слышно все в деталях. А если без? Ну, уже не так. То есть слышно, но не так. Это очень хорошо, когда вы хотите, ну, микрофон плохо сработал, не записал, или человека вдали плохо записало, и вы его речь вот таким вот способом можете усилить. Уменьшаю звуковую дорожку, чтобы было удобно ориентироваться. И еще покажу, что можно перемещать эти звуковые файлы немного ниже на звуковую дорожку. Видите, я только что перетянул. Еще могу ниже, но
нельзя перетянуть ее в бок. Она будет перетягиваться, эта звуковая дорожка, вместе с видеофайлом, потому что изначально камера записывала и звук, и видео вместе. То есть они как семья, единое целое. Мы можем их временно разлучить, если вам необходимо, например, этот отрезок аудиофайла перенести в какое-то другое место, но при этом, чтобы видеокартинка никуда не пропадала. Как это сделать? Нам необходимо выделить, чтобы оба файла, аудио и видео, светились слегка желтым ободком. После этого мы должны запомнить, если хотим разделить или наоборот соединить, две кнопки. Это кнопка J и U. Как их найти и где можно найти о них информацию? Когда мы нажимаем на эти два выделенные файла правой клавишей мышки, то у нас здесь есть раздел «Группы». То есть у нас сейчас группа из двух файлов – аудио и видео. И здесь есть «Удалить из группы» или «Создать новую группу». Это можно делать, заходя сюда, но лучше использовать эти горячие клавиши. Итак, еще раз выделяю и нажимаю «U». Что произойдет? Теперь я могу каждый файл перетягивать куда захочу. И здесь у нас появилась цифра, насколько вперед по секундам я перетянул этот аудиофайл. Для меня это не принципиально важно, и для вас это тоже не играет никакой роли. Просто программа это показывает. Например, на 10 секунд вперед я сейчас сдвинул этот аудиофайл. А видео мы можем куда хотим перетягивать дальше. Мы даже можем заменить от одного отрезка, например, вот так вот, и тоже сейчас нажимаю U, перетянуть звук сюда, а отсюда звук сюда. Мы, по сути, подменили звук так, как нам нужно. Теперь, если мы хотим сгруппировать и не только этот файл, но и все, которые будут на дорожке ниже, нам необходимо их выделить. Например, этот с этим, оба нужно выделить и нажать кнопку J. Нажимаем. Теперь каждый из этих файлов двигаются вместе. Они не разлей вода. Это группа, это семья. Эти еще двигаются по отдельности. Напоминаю, что если что-то вы не так сделали, будем говорить так, допустили ошибку, то всегда можете нажать Ctrl-Z. На данном этапе я хочу предупредить вас, что очень важно делать по привычке, чтобы у вас это было обязательно. Делали автосохранение. Как это делать? Нажимаете ту же знаменитую кнопку Ctrl и нажимаете S. Английская S. Что происходит? Ctrl-S – это значит «сохранить». Здесь у нас об этом есть подсказка. В разделе «Файл» об этом нам тоже сообщается «Сохранить». Сейчас мы все изменения сохранили, и если что-то случится, выбьет программа, выключат свет, я не знаю, что угодно произойдет, но у нас этот файл сохранен. Поэтому не забывайте, после какого-то важного изменения, да каждое спустя там 5-10 минут, да даже каждую минуту имейте привычку нажимать Ctrl-S. У меня это уже происходит автоматически, но все равно забываю порой. И бывает, что делаешь большой проект минут так на 20, и много видеофайлов по объему весит все около 50, там 40 гигабайт, если это несколько видео-аудиодорожек, и у меня сбой какой-то идет по программе, и я после этого жалею, что не нажал Ctrl-S. Не делайте моих ошибок, нажимайте, делайте автосохранение. Теперь покажу, как можно увеличивать картинку, обрезать и добавлять какие-то спецэффекты. Возле каждого видеофайла есть вот такой вот значок. К примеру, я хочу увеличить надпись T8S. Нажимаю на этот значок, и здесь у нас появился шаблон нашего видео. И я хочу, например, чтобы вот эта точка была здесь в центре и более крупнее этот кадр взять. Ничего сложного, просто берем и вот так вот увеличиваем. Здесь у нас уже подсказывает, как именно это будет выглядеть. Теперь я хочу отцентровать. Подтягиваю ближе. Вот так вот. Готово. Можно еще крупней. Но вы смотрите, все зависит от качества. Смотрите, какой видеопроект и какая маленькая картинка в итоге показывается. Можно здесь все прочитать. Если вы что-то напутали, нажимаете правую клавишу, и здесь есть «Восстановить», и все автоматически восстанавливается. Также на примере этого отрезка покажу, как можно сделать плавное увеличение или наоборот отдалить.
объект. Вновь нажимаем сюда. Открывается у нас. Смотрите, у нас здесь есть начало этого ролика и конец. Он длится приблизительно 4 секунды. Я хочу под конец этого ролика, чтобы картинка увеличилась. Для этого мне необходимо здесь вот передвинуть курсор. Я здесь двигаю, и картинка шевелится, точнее видеоролик. Ставлю его под конец. Именно здесь все действия, которые я буду делать, система запоминает. Смотрите, увеличиваю, и как только я бросил, здесь появился ромбик или квадратик. Я хочу, чтобы вот в этом месте он увеличил и показал мне, как это будет выглядеть. Теперь ставлю сюда и смотрите. Собственно, уже многое и рассказал в начале обзора, и все это можно на момент Оп, и обзора... вернулась. Эту метку тоже можно и удалить. Нажимаем «Удалить метку», и она пропадает. Но если вы хотите, чтобы она сначала приблизилась и опять отдалилась, то необходимо поставить, например, в центре ролика. Двигаем. Вот, например, эту надпись показать. Немного там задержалась, а значит, надо сделать копию. Берем, нажимаем на этот кубик, нажимаем «Копировать», переставляем курсор и нажимаем здесь «Вставить». И мы скопировали идентичную метку, что она тут и застыла. А теперь ставим метку под конец, нажимаем «Восстановить», возвращается все по контуру нашего оригинального видео и смотрим, что в итоге получилось. Это все будет здесь показано быстро, потому что отрезок всего 4 секунды, но если на секунд 15 сделать какое-то приближение или там на 10 секунд, то оно совсем по-другому смотрится. Итак, смотрим. Собственно, уже многое и рассказал в начале обзора, и все это можно на момент... То есть оно задержалось, я уберу звук, еще раз покажу. Задержалось и начало отдаляться. На момент обзора купить... Все это вы сами регулируете по скорости, по приближению, по картинке. Если же вы хотите добавить какие-то спецэффекты, я, например, использую контрастность, яркость, цветокоррекцию. Здесь для этого есть кнопка FX. Нажимаем, и у нас открывается эти множество спецэффектов. Обычно нужные мне находятся здесь. Яркость и контрастность. Нажимаю дважды, и он здесь добавляется. Можно не дважды, а можно, например, вот нажал один раз и нажимаешь «Добавить». Он здесь опять появился. Нужное вам вы бросили, и после этого можете работать. Нажимаете «Ок», и теперь нужно каждый из них подстроить. Дальше я вам еще покажу, как работать с зеленым фоном. К примеру, я хочу поработать над контрастностью. Вот, например, сильно светло. И здесь я регулирую эту контрастность. Видно, как картинка при этом регулируется. Ну, допустим, вот так. И теперь цветокоррекцию. Хочу понасыщенней цвет. Ого, вот так вот. И здесь вы уже сами решаете, что, как, поиграетесь, разберетесь, какие спецэффекты вам нужны, нравится вам картинка или нет. Есть еще один важный аспект в обрезке. Возвращаемся к нашему проекту. Как обрезать картинку? Например, я хочу, чтобы сверху была черная полоска и снизу. Для этого необходимо становиться всегда на самое начало, если вы хотите, чтобы эта обрезка была именно в начале. И здесь есть функция «Маска». Нажимаем сюда и ставим галочку. Или птичку, а то галочка смешно звучит. Теперь у меня появилась возможность настроить здесь обрезку. Я выбираю инструмент создания прямоугольной области, ставлю сюда и рисую здесь нужную область. Вот так. Здесь у нас немножко хаос, потому что нам нужно удалить метку, вот эту и эту, чтобы у нас было первоначальное видео. Обратите внимание, какое видео здесь и какое здесь. Тут уже и цвета насыщенные, и контрастность получше. С цветом, правда, перебор, но мы сейчас просто приводим определенный пример. Возвращаемся к маске. Что эта маска дает? Мы можем подстроить вот с таким эффектом сделать. Можем сбоку настроить так, как нам удобно. С этой функцией можно экспериментировать, как вам удобно и в каких-то разных режимах. Например, можно
два примера фотографий сделать. С одной стороны одна фотография, с другой другая, и показать разницу. Например, одно и то же фото, как снимают Redmi 8 и Redmi 9. Вместе один и тот же фон, и вы увидите разницу. Часто использую плашку с надписью «Подписаться». Как вы видите сейчас на экране, этот видеоролик изначально с зеленым фоном. Для чего этот зеленый фон нужен? Чтобы в итоге его убрать, и вы видели только ту плашку или какую-то информацию, чтобы это никак не мешало. Зеленый фон убирается в программе Sony Vegas. Сейчас я вам покажу, как это делать. Чтобы добавить сюда в проект какой-то видеофайл, вы уже знаете, как это сделать. Открываем файл, нажимаем «Открыть». У меня есть отдельная папка с надписью «Заготовка для видео». Здесь есть папка с этими примерами. Выбираю любой из них. Футаж, лайк, подписка. Открываем. У нас он наложился на проект, но не пугайтесь, мы его можем перетянуть вверх, а звуковую дорожку вниз. Чтобы убрать этот зеленый фон и видно было изображением под ним, нам необходимо на добавленном футаже нажать «Спецэффекты». Открылись спецэффекты и переходим в самый конец. Ищем пункт под названием «Разделитель по цветовому тону Vegas». Нажимаем «Добавить», «Ок». Также я использую еще контрастность, которая более четче делает этот видеофайл. Нажимаем «Добавить» и тоже добавляю яркость и контрастность. Переходим сначала в раздел по цветовому тону. Сейчас вы будете видеть, как здесь это происходит. Это вообще не сложно. Нажимаем на синий цвет. Какой цвет нам нужен убрать? В данном случае зеленый, но можно убирать и другие цвета. Синий, красный, любой. Но в итоге мы уберем тот, который нужен нам. Изначально он делается, конечно, для зеленого. И чтобы мы не морочили голову, какой тут цвет нужно выбрать, хотя уже система вот подсказывает, видите, мы здесь перемещаем, есть гораздо проще вариант. Поставлю сейчас синий, изначально как был, нажимаю опять же сюда, и здесь есть пипетка. Смешно звучит, но так и есть. Это то, что находится под этой пипеткой, копируется и в точности берет пробу того цвета, который там находится. Но я ж не знаю, какой оттенок этого цвета. Нажимаю, вот смотрите, эту пипетку переношу на видео и нажимаю «Вытянуть». Теперь помогаю системе, удаляю, вот примерно такой тон нахожу, хотя еще края вижу, что отличаются. И мой профессиональный глаз еще подсказывает, что здесь по краям еще виднеется зеленоватый фон. Поэтому, чтобы его убрать и правильно откорректировать, да и сама плашка как-то стала прозрачной и не совсем красивой, мы можем использовать два регулятора. Нижний порог и верхний порог. Нижний порог я немножко подвигаю. И верхний порог вот так. И добавляю немного контрастности. Посмотрите, какая четкая стала картинка. И давайте посмотрим, как это выглядит. На момент обзора купить. Отлично. Согласитесь, смотрится очень качественно. Зеленый фон убрали. Кстати, мы можем убрать зеленый фон и с коробки. Хотите, покажу? Например, хочу, чтобы в коробке виднелось изображение с надписью «Вы подписаны». Сейчас я вам объясню, что я имел в виду. Я эту дорожку, эту плашку беру и перетягиваю вниз. Вот так. Она оказалась снизу. Кажется, ее не видно, правда? Все верно. Но я могу, как и вы, в программе видеомонтажа творить то, что захочу. Для этого я захожу в спецэффекты, добавляю пункт «Разделитель по цветовому тону», выбираю пипетку и нажимаю «Удалить зеленый цвет». Посмотрите, что произошло. Программа сделала его прозрачным и регулирую уже здесь по верхнему и нижнему варианту регуляторы. Также я перемещаю здесь картинку вот так вот. И могу даже поменьше ее сделать. Ну, к примеру, вот так. И посмотрите, как это теперь выглядит. Звук я здесь тоже прикручу.
Мы убрали зеленый цвет и настроили так, как нужно нам, хотя все выглядит не совсем красиво и корректно, но я вам показал, как это можно делать, играться и как регулировать. Так можно делать с разными спецэффектами. Например, вы нашли какой-то на зеленом фоне эффект, ну, допустим, горит костер, и сбоку вы его расположили, и он будет работать, например, так же, как это у меня сейчас происходит в видео на веб-камеру. Кажется, с этим мы разобрались, и вам нужно просто порепетировать. Мне кажется, вам даже нужно скачать этот видеоролик себе на компьютер и много раз просматривать, если что-то забыли. А можете заходить почаще и просматривать по тайм-коду. Напоминаю, что в описании он есть и в закрепленном комментарии. Еще хочу показать, как можно сводить звук, записанные на разные камеры. Ну, например, я снимал передней камерой звук и картинку, и верхней камерой над собой, что происходит. Звук записывался и там, и там. Конечно же, на одной камере я использую петличку, а на вторую встроенный микрофон в саму камеру. Он мне не нужен. Этот звук мне всего-навсего нужен, чтобы синхронизировать губы с тем, что я говорю, на другую камеру. Покажу вам это на примере двух видеороликов. Передняя камера, вы видите здесь изображение, и верхняя камера здесь. Звук и там одинаковый, но есть оригинальная дорожка, а есть неоригинальная. И чтобы все совпадало, мне нужно его синхронизировать или свести. Как раз вот благодаря этим подсказкам на звуковых дорожках я это и делаю. Ну и, конечно, на свой слух тоже рассчитываю. Смотрите, например, оригинальный звук на петличку. Привет, сегодня 3 апреля, и в связи с... А теперь звук здесь. Привет, сегодня 3 апреля, и в связи с карантином... Теперь мне нужно свести звук, чтобы с губами совпадало. Как я это делаю? Нахожу, где я говорил вступление, увеличиваю мышкой роликом и визуально подгоняю, чтобы совпадали эти амплитуды. Ну вот я думаю, что сейчас вот так, но на это не рассчитывайте. Послушайте сами себя. Привет, сегодня 3 апреля, и в связи с карантином многие из вас, а точнее большинство... Кажется, я попал. Опыт, но это не всегда правдиво. Сделайте следующее. Прикрутите громкий самый звук, который является, в принципе, оригиналом. Немного прикрутите его здесь и послушайте. Привет, сегодня 3 апреля, и в связи с карантином многие из... Кажется, нет никаких проблем. Но если чуть-чуть я бы не доставил, например, вот так, послушайте, как бы это звучало. Привет, сегодня 3 апреля, в связи с карантином... Совсем по-другому, правда? Привет, сегодня 3 апреля... Все равно еще не все, вот послушайте. Привет, сегодня 3 апреля, и в связи с карантином... А сейчас Привет, сегодня 3 апреля... никакого эхо или опережения слов нету и не дублируется. Я после того, как нашел, где все красиво и совпадает, нету никакого рассинхрона, назовем это так, что я делаю? Я нажимаю эти все 4 файла, выделяю их, чтобы они все были желтыми, и группирую. Помните, как группировать? Правильно, нажимаем J. После этого у нас появилась группа файлов. Теперь единое целое. И я, если разделяю, то будут разделяться все 4 аудиофайла. Но одна звуковая дорожка нам ведь не нужна, верно? Я ее могу либо полностью сейчас удалить, либо просто прикрутить для подстраховки. Как полностью удалить звуковую дорожку, если она вам вообще не нужна? Можно выделить ее здесь сбоку. Кликните на эту дорожку. Даже если она привязана к группе, ничего страшного не произойдет, если мы делаем именно так. Нажимаем «Удалить» правой клавишей мышки на дорожке. Она должна вот только светиться, она одна. Нажимаем «Удалить дорожку». Все, дорожка пропала. Теперь у нас 3 файла. Программу мы особо не обременяем. Звуковую дорожку одну выкинули. 2 видеофайла у нас есть. Привет, сегодня 3 апреля. И я покажу вам сейчас, как я обрезаю и меняю с одной камеры картинку на другую. Привет, сегодня... Вот, например, ставлю сюда, нажимаю S. Этот файл удаляю. Привет, сегодня 3 апреля, и в связи с карантином... Кстати, вы имеете сейчас возможность увидеть, как изначально выглядит сырое видео. Вот так вот сырое видео выглядит совсем не смотрибельно, так сказать. Но я его еще корректирую. Но давайте сначала покажу, как я меняю, а потом покажу, как я корректирую. Например, я хочу
Вот 3 апреля и в связи с... вступление сделать, чтобы было видно меня. Привет, сегодня 3 апреля и в связи... А вот здесь, когда я посмотрел на коробку, я хочу обратить ваше внимание, то есть зрителя, на этот объект. Что я делаю? Я опять разделяю. Здесь я вот смотрю на вас, и здесь я использую прозрачность. Убираю полностью себя. И дорожка, которая снизу, уже становится хорошо видима. Давайте посмотрим, как это выглядит. Звук я отключу. Смотрим. Переключилась. Вернулась. Вот так я делаю раскадровку. Можно еще использовать эффект приближения. Раскадровка, чтобы монотонно не стояла на мне только вот в определенных рамках картинка. Как это делать? Например, здесь я разделяю S, и здесь еще я разделю, и теперь на этом примере я покажу, как увеличить и сделать раскадровку. Нажимаем здесь панорамирование и обрезка, и беру, увеличиваю и делаю центр, например, себя. Вот так. И смотрите, как у нас вышло. Сначала у нас так, показывается объект, меня, а теперь раз и увеличила. И опять уменьшила. То есть вы сможете играться, как вы захотите. Можно здесь создавать много других разных видеофайлов ниже, добавлять картинки, фото. Если вы хотите добавить фото или картинку, то добавляйте ее. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. К примеру, я хочу скачать, ну, допустим, вопросительный знак. Поэтому так и пишу. И вот уже здесь кто-то писал PNG, но лучше писать английскими. PNG. Для чего? PNG – это формат, в котором чаще всего фон прозрачный, только объект остается, как будто мы это сделали в программе, убрав зеленый фон. Как определить, прозрачный фон или нет? Откроем вот этот красный знак вопроса. Идет подгрузка, и если после того, как здесь он на фото белый, вот смотрите тоже, а когда белый цвет пропадает и появляются кубики, это значит 100% у вас в программе тоже он будет прозрачный. Давайте на примере этого красного. Вот он красный. Нажимаем «Сохранить», «Картинку», «Как». Находим место, куда сохранить. Берем место расположения файла. Беру мышкой этот файл и тяну в программу. Открывается программа. Бросаю этот файл. Вот он у нас. И дорожку перетягиваю наверх над видеороликом. Помните зачем? Чтобы знак вопроса был сверху. Посмотрите, у нас знак вопроса сверху, но он кажется достаточно большой. Я хочу его уменьшить. Использую панорамирование и обрезка. Изначально формат изображения не соответствует нашему видео, поэтому здесь в разделе «Шаблон» по умолчанию меняем на 16:9. Когда мы поменяли 16:9, здесь огромная картинка у нас появилась. Берем за край и тянем. Делаем его нужный, при этом регулируем, в каком месте он должен находиться путем перетягивания влево, вправо, вверх, вниз. Ну, допустим, здесь. И хочу, чтобы он плавно появился, или же используем переходы. Например, вот такой вот, нажав на переходы. Здесь очень их много, на них я останавливаться не буду. Например, вот такой вот вылет. И бросаю сюда, на начало этой картинки. Также можно кидать и на видеоролик. Посмотрите. Он просто вылетел. Я хочу, чтобы он дольше вылетал. Вот так. Если что-то не поняли, всегда вернитесь, пересмотрите. Ну или уж если совсем все будет туго, то напишите в комментарии. Постараюсь вам помочь, хотя это очень сложно, если речь идет о программе. Думаю, что путем методом проб и ошибок вы сможете разобраться. Основные функции, кажется, я вам показал. Теперь покажу, как использовать дорожку, чтобы надиктовывать какой-то текст. К примеру, я хочу здесь сделать вступление, поэтому нажимаю «Запись». Нам предупреждает, куда будут сохраняться наши звуковые надиктовки. У меня по умолчанию стоит папка «Документ». Если не хотите, то можете по умолчанию оставить эту папку и не предлагать папку для записи в новых проектах. Больше после того, как вы поставите эту птичку, ничего не будет предлагаться. Окей.
И смотрите, все, что я сейчас говорю, здесь уже начинает двигаться, регулироваться. 1, 2, 3, 4, 5. Кстати, по этому обучающему видео, если у вас получились какие-то ролики, я вам помог, можете скинуть ссылки в комментариях, я посмотрю, что в итоге у вас вышло. Если там действительно хорошие ролики, вы о чем-то хорошем сняли, никакого нет насилия, ругательства, то я эти ссылки не удалю. Поэтому можете писать, что вот по примеру, который я вам показал, у вас вот получился такой видеоролик. Для меня это будет тоже приятно. Еще вам покажу, как можно сделать плавное появление музыки. Я уже скинул на звуковую дорожку музыкальный трек. И здесь, помните, мы делали так с картинкой. Здесь можно сделать плавное появление, сдвиг появления. Чем дальше вы его оттянете, вот сейчас здесь подсказка есть на 10 секунд, тем плавнее будет звук. Покажу без. Сразу начал играть музыкальный трек. А если вы хотите, чтобы плавно появилось, вот так, даже 12 секунд поставил. Точно так же и затухание. Вот здесь берете с конца и готово. Следующая полезная функция – это ускорение или замедление видеоролика или звукового файла. Я выбрал вот этот отрезок. Чтобы его ускорить, здесь необходимо зажать клавишу Ctrl, зажимаем. И теперь сбоку у нас появилось растяжение по времени. Если я спереди или сзади устанавливаю, то появляется подсказка. Растяжение по времени. Перетащите, чтобы растянуть или сжать во времени данное событие. Я перетягиваю внутрь, если с конца начинаю, то, посмотрите, сжимаем, при этом файл не обрезается. Если же я не зажму кнопку Ctrl, но буду передвигать, то у нас будет просто обрезаться. Видите? А я хочу, чтобы у нас было ускорение. Сейчас у нас этот звук звучит вот так. Team S – это модель. А теперь зажимаю Ctrl, сжимаю в половину. И слушаем, как сейчас. Это моделька со снежным процессором, 4 гигабайта оперативки, 32 встроенной, 2 сим-карты. Но если вы хотите растянуть какой-то эпизод, к примеру, вот это видео, я хочу растянуть его, чтобы было медленно, чтобы что-то показать замедленно. Я растягиваю, но у него есть определенный предел. То есть его можно увеличить, по-моему, в 5 или 6 раз. Послушаем. Team S это моделька. Забавно. Можно это слушать долго, посмеяться, но эти моменты нужны, чтобы что-то ускорить или замедлить. Ну и, кажется, последний момент, который вам тоже нужно знать. Здесь есть окно предпросмотра, и его можно по качеству тоже настраивать. Если у вас слабый компьютер, то хороший отснятый материал, даже в 1080-30 кадров, здесь может подвисать и не совпадать с вашей речью. Вот, к примеру, сейчас здесь качественное видео, и здесь регулируется предпросмотр вот здесь. У меня стоит наилучшее, полный размер, так как компьютер позволяет выводить сразу эту картинку. При этом у меня еще подключен второй монитор, и одновременно выводится автоматически на второй монитор картинка. Если у вас есть второй монитор, включите вот эту кнопку. Когда вы включаете, то картинка отсюда сразу дублируется на весь экран на втором мониторе автоматически. Это очень удобно, вы видите все детали. Этот монитор находится на уровне глаз, и мне очень удобно наблюдать, где какие недочеты или тонкости. Если же у вас видео по-прежнему плывет, отстает от звука, то вам необходимо нажать сюда и выбрать то качество, которое вам оптимально. Можете выбрать авто в наилучшем, авто в хорошем, предпросмотр авто и черновик. Посмотрите, что будет, если я поставлю сюда, и сразу же картинка стала очень-очень некачественной. Сейчас увеличу, чтобы вам это было здесь видно. Какая разница, да, вот. И предпросмотр делать, ну, очень не поймешь здесь все эти детали. Но, к сожалению, если техника не вытягивает, то можно включать. Видите, как настраивается. Вот полный размер. Так же, как и будете видеть вы в итоге, ну, плюс еще, если я его обработал.
Здесь еще очень много других функций, но, кажется, я не показал самого главного. А как же в итоге вот весь отснятый материал вывести на готовый проект? Перетягиваю весь проект на начало видео, выбираю здесь пункт под названием «Визуализировать как». Нажимаю «Визуализировать». Самый оптимальный стандарт для того, чтобы делать рендеринг, это в этой программе Sony AVC MVC. Переходим сюда. И здесь у нас есть для интернета заготовки. Но так как я снимаю в 1080 60 кадров, было бы глупо убивать эти 60 кадров на 30. Я создал свой отдельный профиль под названием «Интернет» 1920 на 1080 60 кадров. Вы тоже можете настроить под себя вот в этом разделе, как вам удобно. Выбираете, куда сохраниться, и имя файла. Имя файла по умолчанию присваивается имя проекта. То есть, если вы написали смартфон Лиагу или там отдых в Тбилиси, то здесь так и будет. Отдых в Тбилиси MP4. Сколько места осталось и примерно сколько он будет весить. Но на самом деле здесь не точно. Обычно такой файл на минут 10 он будет весить около 1,5 гигабайта. Все зависит от того, какой вы профиль здесь выберете и настроите. Я не буду весь его сейчас визуализировать. Я вот выделю вот таким вот образом, какой кусочек мы сохраним и визуализируем. Обычно проект на 10 минут визуализируется где-то 40 минут. Вот в хорошем формате кодируется. Может быть быстрее, плюс-минус. Выбираю этот формат и нажимаю рендер. Рендер начался, идет визуализация. 8 секунд мы монтируем 40 секунд. И в итоге мы получаем файл, нужный нам в объеме и готов для загрузки в YouTube. Я вам, кстати, не показал, как я делаю более темный фон. Сейчас я вам это напоследок покажу. Пусть уже доделает рендеринг. Готово. Нажимаем «Открыть». Смотрим. Отлично. Для меня это уже привычное дело. Давайте покажу на этом примере. Вот здесь, как я делаю более темный фон, чтобы он смотрелся красивее. Нажимаю «Спецэффекты». Выбираю контрастность и цветокоррекция на всякий случай. Когда я двигаю контрастность, фон становится четким. Если я становлюсь слегка красным, то я убираю насыщенность. И кажется, здесь я угадываю со своим цветом кожи. Уже смотрится все гораздо лучше. То есть вот как было. Давайте, кстати, покажу вам вот с обрезкой до и после. Убираю все спецэффекты и обрезаю с одной стороны маску. Может, это будет для вас сейчас так все быстро, сложно, но все это мы обсудили, теперь это просто все в одном. Посмотрите, здесь показано, я буду даже двигать, а вы будете видеть разницу. Смотрите вот сюда. Видите, как было и как стало. Вот так вы можете тоже примеры показывать для каких-то обучающих видеороликов, чтобы показать. Я создал дубликат видеодорожки, оставил его, чтобы снизу был главный видеофайл, а сверху уже тот, который я убрал спецэффекты все. То есть оригинал, чистый, сырой, будем так говорить, файл. Может быть, я что-то еще бы мог вам рассказать, но кажется, вам это будет уже лишнее. Для самых основных функций здесь уже все понятно. Думаю, что этот видеоурок был для вас полезный. Если что-то важное, что вы не можете разобраться, напишите, может быть, сниму видеоролик. Рад был вам помочь. С вами был Сергей. Думаю, что вы оцените труд лайком. До встречи во вторник, четверг и субботу и в другие дни. Пока.